Всем привет! Сегодня мы начинаем курс HTML, в котором мы разберем все основные теги HTML и также их свойства. Также мы разберем стили, которые используются в HTML, но стили лучше задавать в CSS. Но мы также их разберем для более большого кругозора. Давайте откроем страницу Web Reference и посмотрим, из чего она состоит. В HTML5 документах мы задаем уже header, footer, section. Это те элементы, сейчас мы их разберем, если вы их не знаете. Это те элементы, которые помогают браузеру выдавать какие-либо колонки, то есть блоки, какая в них информация, уникальная или нет, выдавать шапку канала. И давайте, например, откроем какой-нибудь из HTML5 документов. Они у нас помечены цифрой 5 со значком HTML5. И давайте посмотрим header. Header — это шапка канала. То есть здесь у нас идет шапка, это Web Reference, логотип или название сайта. В нем идет также навигационное меню. Все остальное идет section. Здесь идут абсолютно уникальные боковое меню, которое, скорее всего, записано в main. Сейчас мы с вами наглядно это все посмотрим. Давайте напишем. Так, шапку нашего канала. HTML, Enter. Давайте назовем HTML5. HTML5. Так, смотрите. Чтобы написать шапку канала, мы пишем header. То есть это шапка, которая есть у любого сайта. Мы можем графически разделять сайт на какие-то блоки. Мы их также видим. Давайте откроем главную Web Reference. Смотрите, вот у нас идет первый блок. То есть вот эта вся верхняя часть вместе с навигационным меню. Далее у нас идет центральная секция. И далее у нас идет боковая секция. Что-то из этого может быть записано в main. Смотрим, как записывается. Header. В хедере мы также можем написать навигационное меню. Используется тегом nav. Вообще мы можем писать меню в любом из тегов. То есть также, например, давайте откроем section. Вот как оно пишется. Можем сделать их несколько. То есть много секций может быть на сайте. Мы с вами это все разберем. Это уже семантические теги называется. Давайте запишем, будут боковые колонки main. То есть это с уникальной информацией. Вы можете использовать либо section, либо main. Как кому удобно. И footer. Это подвал сайта, так называемый. То есть это вот эта вот часть. Вот мы видим вот эту синюю часть. Это все footer. Это нужно для того, чтобы браузер мог помогать вашему сайту продвигаться по SEO-продвижению. То есть, чтобы браузер мог отличать, где уникальный текст на вашей странице, по каким именно запросам искать материалы. То есть, например, вы забиваете в браузер, давайте посмотрим, HTML теги. HTML теги. И тут мы можем видеть, давайте найдем Web Reference. Так, Web Reference. Давайте запишем. Так, справочник HTML. Справочник HTML. Вот у нас идет Web Reference. То есть по справочнику HTML он нашел заголовок H1 и выдал нам по этому запрос. Также работает, если мы, например, загуглим тег HTML. Давайте вот так. Вот мы видим по атрибутам нашло. Я не знаю. Вот Web Reference есть. Атрибут href. Он нам нашел атрибут href. Это уникальное значение.
За счет этого нам помогает сайт искать. Также, чтобы сайту было удобнее делать адаптивность, то есть, когда мы с вами пройдем адаптивность на телефоны, сайт сдвигает это все. И мы можем посмотреть, так, давайте посмотрим, веб-референс адаптивный сайт или нет. Так, мы видим, что скроллы не появляются. Да, вот смотрим. Веб-референс выглядит уже вот так, он сдвинул. Но здесь у нас используется overflow значение. Мы его будем проходить в CSS, которое скрывает боковую колонку. Вот мы с вами это видим. При определенном разрешении скрывается колонка. Это overflow hidden. Так, давайте мы увеличим. Вот что у нас получается. Header, который шапка идет. Сюда мы можем написать какой-либо заголовок, например, webref.ru. В навигационное меню мы можем списком написать, список мы с вами еще не проходили, это UL, либо OL. Давайте сюда напишем li. Так, сделаем вот так, чтобы нам было понятней. Давайте напишем 1, 2, 3, 4. Это все можно было написать с помощью emmet. Он бы создал 4 строки. Также мог бы написать к ним разные классы. В section мы можем написать какую-нибудь информацию, это не важно какая. Давайте сделаем это главный блок с тегом h1. Это наш заголовок, если вы помните. Напишем заголовок. Заголовок. Тут, например, давайте напишем, что мы можем здесь сделать. Давайте по-английски напишем left column, левая колонка, правая колонка, right column. В main давайте напишем меню, потому что это может быть уникальное. И в footer, например, спасибо за... Давайте за внимание. Сохраним. В принципе, у нас тут ничего, но расположено будет все хаотично. То есть мы видим, как у нас все хаотично расположено. Левая колонка это не левая, правая не правая, меню. Это все идет просто так. В дальнейшем мы рассмотрим, как сделать полностью оформить шапку канала с помощью CSS. Как сделать поля, то есть поле поиска и так далее. Я надеюсь, вы поняли, как устроен HTML5 документ. Всем спасибо за внимание. Всем пока.